Итак, у тебя есть видеоигра для меня? Да, сэр. Last of Us, часть 2. Ну разве мы не завершили историю в первой игре? Видимо, нет. Ха. Да, сэр, я подумал, что первая часть была настолько популярной, что мы просто обязаны выпустить продолжение. И у тебя есть подходящая история? Что? Ну, если мы хотим не разочаровывать фанатов, я думаю, нам нужно рассказать стоящую историю. Почему мы смеемся? Вы сказали разочаровать фанатов. Да, что не так? Понимаете, сэр, после такого успеха первой части мы можем делать со второй абсолютно все, что угодно. Если кому-то не понравится, то мы всегда можем рассчитывать на слепую поддержку ярых фанбоев и некоторых социальных меньшинств. Хитро. Но в любом случае, в чем сюжет второй части? Да, мы встречаем знакомых героев Элли, Джула и некоторых новых героев. И узнаем, что у Элли появился любовный интерес. Интересно. Какой он из себя? Она. Что? Любовный интерес Элли — это девушка, Дина. Очень актуальное решение. Это все-таки 2020 год. Не забудь добавить крупный план их поцелуя, чтобы игрок мог полностью ощутить всю неловкость ситуации. Читаете мысли, сэр. Можно даже использовать их поцелуй для трейлера. Также в этой части игрок будет контролировать только женских персонажей Элли и Эбби. Эбби? Кто это? Эбби — это рыжая девушка с бицухой размером с мою ногу. Что? Да, представьте себе такого накачанного крепкого мужчину с женской головой. Так она что, это? Транс? Воу, сэр. Такие комментарии недопустимы. Ой, да, ты прав. Слушай, я приношу свои извинения. Знаете, мне почти захотелось выдвинуть против вас обвинение в неуважительном и оскорбительном поведении по отношению к женщинам и трансменьшинствам. Нет, я приношу свои глубочайшие извинения, я был неправ. Вы ходите по тонкому льду, сэр. Что это-то? Джоул, что он будет делать в игре? Джоул, он умрет. Что? Ну он же главный герой игры. Больше нет, теперь игроки будут управлять Эбби, которая и убьет Джоула. Подожди, ты хочешь сказать, что Эбби сначала убивает главного героя, персонажа, который полюбился игрокам в первой части, а потом игроки должны сопереживать Эбби и играть за нее? Именно так, сэр. Знаешь, я не уверен, что это хорошая идея. По тонкому льду. Я хотел сказать, что это отличная идея. Спасибо, сэр. Игрок узнает, что отец Эбби — это тот самый доктор, который пытался убить Элли ради создания вакцины против зомби, и что Джоэл убил его, и это автоматически заставит игрока полюбить Эбби. Да, наверное. Я уже забыл, что в игре есть зомби. А если этого будет недостаточно, то мы покажем, как Эбби и ее отец спасают зебру, дадим поиграться с собакой, управляя Эбби. А если и этого будет мало, то мы покажем, как Эбби занимается сексом. Что? Кем? Оуэн, парень, который ухаживал когда-то за Эбби. Специально для этого у нас будут в игре долгие нудные секции, где игрок будет ходить, слушать диалоги, чуть-чуть взаимодействовать. Оуэн будет флиртовать с Эбби, и в итоге мы узнаем, что Эбби его отвергла. Но какое-то время спустя, когда у Оуэна уже появилась своя семья, они с Эбби все-таки это сделали. Прямо перед игроком. И если игрок думал, что поцелуй Элли и Дины был неловким, Эбби и Оуэн будут просто на новый уровень. И все это мы будем делать с какой целью? Да, вызвать у игрока эмпатию к Эбби. Эбби теперь главный герой, сэр. Все должны любить Эбби. Понятно. А что насчет геймплея, какие-то нововведения? Минимальный. Геймплей игры будет вращаться вокруг сбора барахла по локациям, созданию патронов, аптечек, прочего. Периодически можно убивать врагов, зомби или обычных людей, которые принадлежат разным кланам. Значит, ты решил сосредоточиться на истории. Именно так. Если игрок играет за Эбби, что все это время делает Элли? Да, знаете, я писал сценарий последовательно, но потом мой пес переворошил все бумаги, и теперь я не совсем помню, что где было. Но из того, что я вижу здесь сейчас, то в самом начале игрок играет за Элли, убивает собаку. Воу, погоди, ты сказал, убивает собаку? Да, понимаете, я так разозлился на своего пса, когда он переворошил бумаги, что я вписал в игру непропускаемый сегмент, где игроку нужно убить собаку. И игроки будут не против? Что? Игрокам понравится убивать собаку? Я об этом не задумывался. Так, Элли. Да, за Элли игрок будет играть сразу после того, как пройдет 10-часовой сегмент с Эбби, где он будет
знакомиться с ее друзьями, привяжется к персонажам из ее прохождения, в том числе к беременной женщине, которая будет таки рваться в бой. И я так понимаю, что после того, как игроки полюбили Эбби, они с Элли объединяются, учатся прощению, и Элли остается со своей подругой Диной, а Эбби... Нет, Элли их всех убивает. Оуэна, всех остальных друзей Эбби. Даже беременную женщину? Особенно беременную женщину. То есть Элли убивает собаку, беременную женщину, кучу невинных людей, и все это игрок не может контролировать, не может на это повлиять? Да. О боже. Понимаете, мы покажем, что никто не идеален, и даже те, кто кажется нам хорошими, не всегда поступают правильно. Я думаю, что это не самый удачный способ это показать. Что-что? А я сказал, что как игрок будет игру завершать? Да, в финале мы играем за Элли, которую Эбби оставила в живых раза 3 на протяжении сюжета. Она живет с Диной, у них ребенок. Отлично. Получается, она все-таки научилась прощать, поняла, что месть это не выход, а насилие только порождает насилие. Однако все-таки после того, как Томми напоминает ей, что она собиралась отомстить за Джула, она отправляется на поиски Эбби вновь, чтобы наконец ее убить. Ладно, я полагаю, что после того, что Эбби сделала с Джулом, игроки будут хотя бы рады ей отомстить, раз уж Элли решилась. Да, так могло бы показаться на первый взгляд. Но знаете что? Месть ничего не решает. В последний момент Элли вспоминает Джула и не сможет убить Эбби. О боже. Да, понимаете, потому что месть это не выход, насилие порождает другое насилие. Довольно-таки глубокая мысль. Да, определенно. Да, я вообще много глубоких идей позаимствовал из 8-го сезона «Игры престолов». Мой любимый сезон. Так что вы думаете в целом? Ну, я думаю, игра удивит игроков, это точно. И это совсем не то, что они могли ожидать после первой части. Спасибо, сэр. Это был не... Ладно, неважно. Будем надеяться, что хотя бы графика и геймплей станут для игроков утешением. Nice. Так, с тебя новый сценарий, а с тебя подписка и лайк.